Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня, как никогда, нам надо быть вместе и поддерживать друг друга. Подписывайтесь на телеграм-канал Яндекс.Дзен, ссылки в описании внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, нажимайте на колокольчик, деритесь, ругайтесь, соглашайтесь. Только не оставайтесь равнодушными. Как всегда, выходим, или по выбору выползаем из тени, начинаем жить. Сегодня разберем вопросы, пришедшие от моих подписчиков. Наши подписчики говорят о таком явлении под названием папик. Что подталкивает людей с такой большой разницей в возрасте сходиться? Это желание молодых девушек обустроиться в жизни, или у таких отношений есть шанс? Я думаю, что люди в своем большинстве достаточно примитивны и предсказуемы. Если не дать им шанс раскрыться, причем в любом возрасте, как всегда, не хочу мессиански свысока рассуждать о нравственности такого поведения. Я считаю, что если люди совершают такие сделки, они и позволительны, и приемлемы. Это сделки по взаимному согласию сторон, а не по принуждению. Не будет в них потребности, они умрут сами по себе. Однако о равноправии в таких сделках хочется поговорить отдельно. Некоторые молодые девушки от всей души верят в то, что влюбляются в пожилых мужчин и покорены их обаянием, харизмой, знаниями, эрудицией, силой воли, достижениями и образом мышления. Например, когда молодая студентка влюбляется в седобородого профессора, умно и уверенно рассуждающего с кафедры о том, что ей доселе было неведомо. Она покорена и очарована. Она верит, что это чистейшая любовь, без примеси корысти и меркантильности. И если он ей отвечает взаимностью, то она допущена в другой, более возвышенный, элитарный мир. Если присмотреться, разве это не своеобразный торг? Обмен, например, непосредственности, наивности, чистоты помыслов, молодого тела и ярких чувств на мудрость, опыт, цинизм вкупе с уедающими чувствами и телом. Выгоду можно найти и в дружбе. Торг хорошими отношениями и лояльностью. И в родительстве. Обмен материальной поддержки, ощущение неувядания рода, на право быть рожденным и выращенным. Да все и везде станет корыстным. И потому человек, который приложил уйму времени и усилий для достижения финансового благополучия, славы и почета, зачастую не терпит в своей системе координат личных отношений, дружбы, любви, доверия и заботы. Для многих из них это до поры до времени всего лишь абстрактные понятия, не имеющие количественно, а значит исчисляемого понятного для них выражения. И люди, привыкшие к товарно-денежным отношениям, купил-продал, товар-деньги, столь же потребительски относятся и к женщинам. Они их покупают, как любой другой товар. И многие женщины себя тоже считают товаром, который надо выгодно продать до той поры, пока он не сносился. Разница в открытом торге между молодой девушкой и альфа-самцом заключается лишь в том, что фундаментом такой связи является абсолютная прозрачность намерений. Именно это и привлекает богатых спонсоров, которые высоко ценят понятность и честность во всем. Можно сказать, что это отношения построены на договоренности, в которых нет никаких взаимных претензий, и каждый партнер дает ровно то, что может дать. Ведь любые отношения – это игра. Но в спонсорских отношениях все предельно просто. Правила понятны,
и доступными. Это является главным преимуществом свободных спонсорских отношений, ведь перед традиционной моделью, семейной, знать, что требуется от спонсора, а также понимать, на что можно рассчитывать взамен, это трезвый деловой подход к отношениям. В такой связи не будет недомолвок, претензий, неозвученных ожиданий, обид. Именно поэтому женщина, которая заинтересована в длительных отношениях со своим спонсором, обычно не старается усложнить ему жизнь и настаивает на чем-то более серьезном и обязывающем. Она знает, что самый лучший стиль отношений – это ненавязчивые, редкие встречи, отсутствие совместного быта и далеко идущих планов. В таких отношениях проблемы и завышенные ожидания не вытесняют романтику и легкость, а знаешь, имеешь шанс остаться надолго. Поэтому мужчины, как правило, не горят желанием что-то менять и связывают свою жизнь с содержанкой. И исключение лишь подтверждает правило. И это исключение, когда люди после длительных, непринужденных отношений вдруг осознают, что не могут и не хотят больше просыпаться в разных кроватях и готовы развить их даже до уровня сожительства или брака. Итак, друзья, делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями в комментариях под этим роликом. Я думаю, особенно если вы прямо сейчас поддержите меня лайками, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и порекомендуйте его своим друзьям, или подпишитесь на телеграм-канал Яндекс.Дзен, ссылки в описании внизу. Мы сможем с вами делать эти встречи чаще и поговорим о множестве других путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций, с тем, чтобы делать более решительные шаги на встречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее не отпускать. До новых встреч, друзья! Ваш архитектор судеб, с вами был ваш доктор Куров.